Так, дорогие друзья, я сегодня была загружена и смогла уделить недолгое время прямому эфиру насчет книг, поскольку постоянные вопросы и устала одно и то же говорить. Давайте буду я временами, наверное, напоминать, так будет лучше. Значит, все сведения о моих книгах на моем сайте. Мой личный сайт можете набрать. «Ведьмина изба» сайт. И выйдет мой сайт. Там есть отдел книги. Там можете нажать, посмотреть. Книгами занимается Яна. Ее номер телефона можете найти в сведении о канале. Да, в сведении о канале. Дальше вопрос следующий. Где можно купить, в каких магазинах? Никаких магазинах мы их не отправляем. Ими занимается Яна. Она отправляет их во все, скажем так, страны, откуда их заказывают. Далее. Какие книги есть в наличии, какие еще издаются там. Издаются еще новые книги, скоро будут. Ну, как бы там ни было, давайте я вам покажу. Значит, для практиков это «Тайная власть». Немного о содержании книг. «Власть над болезнью». Это ритуалы для помощи больным людям. Естественно, это для работы практика, да, с людьми. Хотя практик может и работать и с ритуалами для всех, и у него это получится лучше. Но в любом случае. Дальше. Власть над властимущими. Это суды и прочие инстанции. Власть над денежной силой. Это сильные, скажем, ритуалы для благополучия, богатства, которые можно провести себе и другим. Вот африканский ритуал на богатую жизнь. Замечательная вещь, я хочу сказать. Так, далее. Власть над духами. Это венчание с джинном, то есть для усиления своей колдовской силы. Причастие. Мольба жрицы к богам. Мольба к Арадии, к повелителю. Оживить магический шар и так далее. Это для работы практиков. Далее. Власть над колдунами и людьми. Закрыть на время силу ведьм, которые слабее тебя. Учтите, для того, чтобы закрыть силу ведьмы, нужно, чтобы ведьма была слабее тебя, естественно. Или ты первая призвана, или она уже нарушает то, что ей было дано, а значит, тебе дана сила закрыть на время ее силу. Забрать ты ничего не сможешь никуда. Но на время закрыть обезопасить себя можешь. Далее. Так, значит, ритуальная часть. Вот власть над властимущими. Власть над порчами. Вот. Ответ на порчи, снятие, яростный посыл, проклятие старой ведьмы и так далее. Вот, например, 121, да, проклятие старой ведьмы. Открываем. Здесь очень сильные, уникальные работы. Еще раз повторяюсь, они есть и на моих каналах, на моем сайте. Основное количество. Есть и такие работы, которые я не выставляла, но основное количество есть, поэтому, если есть желание, можете найти и использовать, то есть воспользоваться бесплатно. Но поскольку спрашиваете, я вам просто показываю. Подождите. 121. Вот она.
Вот это очень сильная работа для практиков. Поскольку это уже было показано, то есть это вы уже знаете, видели, поэтому тут нечего скрыть. Есть некоторые книги, которые не показывали, потому что не считали нужным. Все остальное, как обычно. Книга. Книга черного кота. Опять для практиков. Выглядит таким образом. Кстати, здесь тоже покажу, как она оформлена. Это наша с Яной фантазия книги. Мы сами составляем. То есть эту картину потом отдаем оформителям. Они уже знают, что мы хотим. И они оформляют, значит, согласно нашему вкусу. Так что это все зарождается сначала в голове, а потом уже в книгах. Вот, книга черного кота показала, да, вот она. Везде в книгах есть описание, для чего они, вступление показываю. Вот, это название нашего издательства, извиняюсь, «Дочь Фортуны». Вот мы так назвали, потому что это сопровождает, здравствуйте, Марк, потому что это дает некое такое напутствие в хорошем смысле. Здесь пишем, вот, автор, редактор, художник, оформитель. Вот, Москва, 2018 год. То есть время издания, год издания, как начали издавать. Многие из них уже 2019 года, но изначально время издания, с какого времени начали издавать, мы это как бы и описываем. Полностью описание книги, авторские права. Вот. Пожалуйста. Начало. Значит, лекции. Вот мы думаем и отдельную книгу с лекциями. Мы думаем, все ли собрать, или это уже будет отдельно. Дальше. Помощь и защита. Меч Зульфикар. Летопись судьбы Адонатос. Летописец, извиняюсь, думала, летопись. Неправильно через экран читаю. Зарыть топор войны – это прекратить войну между родами. Вы поймите, когда говорю для практиков, это не значит, что практику день и ночь надо вот именно только для себя это все читать. Это говорит о том, что практик может применить это для своих работ. И почему практики любят мои книги, вообще мои работы, объясню. Потому что практик, любой нормальный, достойный, настоящий практик, он ищет, здравствуйте, ищет такие работы, которые сработают сразу, и с помощью которых этот человек сможет прославить свое имя, свое ремесло. И, естественно, это повышает и его, скажем так, достаток, потому что больше людей обращаются, потому что у него удачное колдовство получается. Практик не будет ходить по сайтам. Я ведьма снится к переменам, так что радуйтесь. Не будет искать, не будет книги другие покупать, чтобы посмотреть. Вот это здесь на все случаи жизни. То есть для практики это просто помощник во всех работах. Дальше чистки, ритуал восстановления, да? Жизнь и смерть, замол Гаспиду для силы, карта смерти от недуга, мальфарский обряд, чистка. Это очень хорошая вещь для детей. Вот. Отвести смерть. Вот отвести смерть и прочее, прочее, этим я, например, помогаю онкобольным людям. Если бы вы знали, сколько онкобольных людей начали новую жизнь, вы бы просто удивились. Но я всегда говорю, лечить должны врачи. Мы не вправе лечить и лезть туда. Обязательно ни лекарства нельзя пропускать, ни лечение. Но практик, если совместно с врачами действует, да, если практик отводит силу смерти от человека, то человек обязательно спасется, то лечение будет впрок. По крайней мере, жизнь продлится. Пойдемте дальше. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, значит, денежные заговоры.
порчи и наказания. Видите, какое количество книг? Это черный султанит. Это редкий камень. И кольцо называется Сулейман или Султан. Следующая книга для практика. Яд и противоядие. Здесь 30 самых сильных порч и их снятие. Даже не сильных, а сильнейших порч. Это я. Это мои глаза до операции. Один карий, другой зеленый абсолютно. Вот такие были красивые глаза. Все время говорили, какие редкие, необычные глаза, какие красивые глаза. Сглазили, суки. Вот, собственно говоря. Здесь полностью описание книги. Немного покажу, потому что именно текст я раскрывать не буду. Да, они складные очень, Марк. Они очень складные и произносятся складно. Поэтому. Значит, наслать, нагнать змей и яд на врагов и их скот. Ну-ка. Следующее. Снять нашествие змей. Понимаете, здесь не обязательно снять именно этой порчи, но здесь подразделено порча на болезнь, порча на нищету, порча на одиночество и снятие, понимаете? Ну вот, слушайтесь меня во сне. Но это не я, это стражники мои приходят во сне людям с моим лицом. Так, все, пусек. У нас тут алкаши орут наверху. Дальше. Печать Мары на видение. Что такое? Печать Мары снятие. Окружить врагами. Окружить врагами снятие. Фемида. Проклятие Майя. Проклятие Майя снятие. И так далее. Вот, собственно говоря. Это один из уникальных книг, где собраны порчи и снятие порчи. Дальше. Эта книга «Живи богато». Уже осталось мало, будем еще заказывать в скором времени. Этот формат уже убрали. Теперь в этом формате он выходит. Значит, здесь алтари. Мы постепенно внедряем алтари, вносим в книги, чтобы люди знали, как и что. Да, для практиков хотел. Ну ладно, ничего, один так покажу пока. Я уже показывала все эти работы и говорила, какие вам найти, остановить и посмотреть, и набрать. Это единственная книга, где немного повторяется несколько ритуалов фортуне, потому что мы собрали некоторое количество ритуалов фортуны и снова как бы сюда внедрили. Да. Догнать меня никто не может. Далее. Давайте еще один для практиков, который остался. Колдовство. Это один из моих любимых книг. Благодарю вас. И это один из моих любимых книг. Здесь, правда, теории больше, чем практики. Но, знаете, теории тоже надо знать. Что, как получается, почему, каким образом. Значит, на все случаи. Вот это рассказ о моей жизни. Далее посмотрим некоторые. Вот алтари. Сплю. Я как Наполеон сплю 2 часа, 2-3 часа.
И нормально. Себя чувствую. Это вот мое любимое заклинание. Защита от властей для практиков. Это моей бабушки заклинание. Очень помогает. Правда, это для практиков. Замечательная работа. Так, это рассказали. Вот, значит, эта книга скоро выйдет в новом формате. В таком формате больше его нет. Это первая книга. Самая первая книга. Вместе вот с этой книгой выпускали. Да, у них фантазии нету. Видите, одинаково сделали. И то, и это. Вот. Увы. Пожалуйста. Значит, чистки, защиты, помощь. Деньги. Ритуалы для практика. Помощь практику. Это обращение к силам. Следующее. Тоже обращение к силам, уже немножко в другом качестве. Порча, самозащита и прочее. Вот. Это первая книга. Эта книга еще есть в наличии, но больше она в таком формате не выйдет. В скором времени она выйдет совсем в другом формате. Далее. Вот эта книга, она вышла вот в этом формате. В таком формате, если где-нибудь встретите, значит, мошенники продают от моего лица. И в этом формате этой книги больше нет. Все. Она вышла вот в этом формате. Та же самая книга, одно и то же. Единственное, что в отличие от Велигора, ошибок здесь нету. Исправлено. Это мой герб, моя печать. Яна отправляет с моей печатью всем. Вот здесь уже оформлено как нужно. Первая работа. Здесь разъяснения, лекции вступительные. Дальше. Ритуалы. Я очень ждала, пока мы в новом формате начнем выпускать. Потому что, вы сами понимаете, первые книги, хоть они и сделаны на тяп-ляп, вот эти вот книги. Вот посмотрите, вот. Просто посмотрите. Уважаемые издательства, да, в Москве, люди там печатаются. Смотрите. Ведьма Инга Хосроева А. Нормально? Потом книги авторов тайком от них отправляют в магазины и продают. Те, которые там издаются, пускай настораживаются. Бесчестные это люди. Бесчестные, поэтому у них дела пошли нехорошо, и в скором времени еще хуже будут. Так, и вот они выходят вот в этом формате. Я почему говорю, что очень хотела снова их переиздать уже по-другому, потому что, знаете, что я хочу вам сказать? Омерзительно, когда ты ждешь, это твоя мечта. Первое издание мне обошлось 500 000 рублей, 499 тысяч с чем-то, с копейками. С ошибками выпустили. Да еще недавно бесчестно на Украине мы нашли, что они продаются, оказывается, без нашего ведома. В общем, как вам сказать, вот ты 20 лет почти идешь к этому, да? И вдруг вот накопила, собрала, себе отказала во многом, потому что тогда у меня не было еще ни квартиры, ничего. Я все вкладывала в книги. Да и сейчас тоже вкладываю. И тебе приносят с этими ошибками, на каких-то условиях своих, что
Вот, если не удалите про полынь ролики, значит, мы не будем продавать ваши книги. Я разозлилась, я книги собрала, привезла. Вот тогда я Яну попросила мне помочь в этой ситуации. Человек ради меня пошла, сняла ИП, ей это не надо было 100 лет, чтобы помочь мне с книгами. А потом мы начали дальше. Просто вот представьте, да, первые твои дети, которые вот это плод стольких вот трудностей в жизни, столько пройденных адов, и ты издаешь эти книги для того, чтобы просто они вышли в свет, и дальше от них по цепочке пошли твои книги. И они вот так вот гадят. Это было такое омерзительное состояние у меня в душе. Я очень многие книги подарила, раздала. Многие знают, что почти половину первого тиража было роздано и отправлено людям. Э, я не то, что хотела на нем заработать, я хотела, чтобы мир увидел мои книги, понимаете? И вот так нагадили, настолько было омерзительно после этого, очень мерзко на душе, потому что я даже не знаю, как объяснить. Ты себе отказываешь в том, чтобы твои книги вышли, и вот так вот гадят тебе в душу просто. Но прошло, все нормально. Урок усвоили. Больше за километр обходим этих аферюк. Дальше смотрим. Не было опыта просто, не было опыта, и казалось, знаете, сейчас думаю, нафиг вы мне нужны были, мы сами могли это сделать и издавать, и люди меня и без вас знали. Мол, мы обеспечим рынок для ваших книг. Зачем мне ваш рынок нужен? Столько не успеваем мы их издавать. Сейчас лежит вот это вот полыневская вот эта мануфактура, вся эта вот фигня лежит как туалетная бумага у них. Они, наверное, 1000 раз пожалели. Если бы они знали, что мои книги будут так популярны, они бы не упустили такой шанс. А теперь они нафиг не нужны никому. Вот. Те же ритуалы. Но уже, естественно, убрано, исправлено. Да, Марк, я на то и сделала. Точно, видишь, не вру. На то и сделала на позор. Для того, чтобы она стала этой мочалкой, я опозорилась. Да будет так. Да. Дальше. Семейный очаг. Этой книги пока нет. Спасибо. Спасибо. Пока этой книги нет. Но в скором времени это тоже выйдет. Вот. Вы слушать умеете, Анжелика? Слушать. Здесь есть новые работы, есть и старые работы. То есть старые в смысле те, которые вы видели на сайтах, и те, которые не поместились в эти все каналы. Времени не было столько снять, поэтому я туда их поместила. Книга Белого кота. Массивная, большая книга. Вот недавно еще вышли в новом формате. Ну, то же самое, просто здесь добавили... Я просто туда отложила. Здесь добавили несколько чистых страниц для заметок. Вот. Яна все это разделила. Да, она все разделила. Она вообще человек трудяга. Вот все у нее тютелька в тютельку, все у нее записано, все у нее сделано, но ничего, нигде человек вот просто так на авось ничего не оставила. Все записано, все сделано как нужно. Да, написать просто вот какие ритуалы чаще на каких страницах открыть и пользоваться. Так. Некоторые ксерят те самые ритуалы, которые чаще всего им как бы
ими пользуются и сохраняют. И такое есть. Дальше. Магия жизни. Пока еще нет, но мы уже дали заявку, ждем. В ближайшее время должно выйти тоже магия жизни, потому что закончилась. Это самые любимые зрителями книги. Вот, собственно говоря. Прямой. Вот это усилить сексуальность очень хорошо работает, дорогие друзья, чтобы вы знали. Книга Вичак. Книга судьбы. Здесь, подождите. Здесь инструкция, как этой книгой пользоваться. Ее пока нет, к сожалению, пока еще нет у нас времени на ее издание, но скоро издадим. Значит, наличия нет, потому что ее расхватали, и она закончилась. Хоть мы еще раз издавали, но она тоже закончилась. Но в любом случае, в скором времени еще дадим заявку, еще раз. Ну, не успеваем. Скоро ждем скоропомощник 1, скоропомощник 2. Еще книги новые, сейчас не буду заранее говорить. И остальные книги, которых не хватает, снова издаем и переиздаем. Все, дорогие друзья. На этом все, потому что времени нет на большой эфир. Мне нужно еще кое-что сделать, потом чуть пораньше лечь, потому что с утра мне нужно кое-куда поехать по одному вопросу. В любом случае, всем удачи, всех благ. По вопросам книг обращайтесь к Яне. Она вам все объяснит, какие есть наличия, что и так далее. Все вопросы она вам прояснит. Ее номер сведений о канале, а книги я вам еще раз показала, объяснила, какие книги они, что в них содержится, значит, какого формата и прочее, чтобы вы постоянно не задавали вопросы. А какие книги, а что за книги у вас? Понимаете, люди не смотрят, все время одно и то же переспрашивают 500 раз. Здесь не все книги, еще есть некоторые. Сборник чего? Всех этих ритуалов. Это какая огромная книга должна быть, все ритуалы. Такая огромная, кому она нужна? Как ею пользоваться, если вот такая вот книга, махина? Мне кажется, это вообще советская энциклопедия. Это неправильно. Такие книги, они должны быть удобны, понимаете? Не вода водой. Вот там, как у некоторых, чертоги, гороскопы и так далее. То, что вы можете найти на каждом сайте. Книга должна быть удобная, не массивная, которую можно открыть, начитать. Ведь люди же читают, понимаете, читают и делают ритуал, начитывают вот так держа. Да, неплохая тема, конечно, но все это собрать в одну кучу, это, мне кажется, не очень правильно. И в книгах должно быть все по полкам, темы, знаете, так разбиты. Какая тема, что, чтобы человек сразу открыл и понял. Вот это для защиты. Я говорю, некоторые книги некоторых открываешь, вся интернетная информация собрана, камни, что означают, какие карты, что означают. В общем, ни о чем, вообще ни о чем. И все вперемешку. Там любовь, тут же какие-то по здоровью заговоры, еще что-нибудь откуда-то взятое. Но это ненормально. Человеку нужно там благосостояние, да, или денежный ритуал. Вот он открывает, вот видит все эти денежные ритуалы здесь. Вот взял, какой его устраивает, читает, что нужно на сегодня, если он хочет сделать, и понял. Человеку нужна защита, там у него какие-то трудности в жизни. Он открыл, увидел, вот защита. Вот здесь защитные ритуалы, какие можно сделать, понимаете? Вот, ритуалы для себя, для оздоровления, для улучшения и так далее. Вот посмотрел и понял.
Что еще? Книга Белого кота, например, для семьи и дома, да, про любимых опять, для спокойствия детей, от ревности. Дальше шепотки все домашние хозяйства, для богатых плодов. Вот чтобы, как бы, я вам давала для хозяйства вообще очень много ритуалов, для сада, для огорода, для людей, которые в сельской местности живут. Как сделать так, чтобы деревья плодоносили каждый год и очень много. Для пчеловодов, понимаете, защита от вора, защита для урожая, для своего дома, охранные ключи. Все это работает, дорогие друзья. Люди, которые это делают, у них телята рождаются каждый год, иногда и двойня рождается, понимаете, они здоровые. Люди продают потом бычков, живут. Мне знаете, сколько пишут? Мне пишут со всей России, мне пишут со всех областей. Это огромная страна. Самарская область, Вологодская область, Волгоградская область. Столько людей, которые занимаются своим хозяйством, которые живут этим, понимаете. И они пишут, вот мы делаем ваши ритуалы, у нас там молоко стали продавать, мы делаем ритуалы, у нас телята рождались, помирали, сейчас у них все хорошо. Сейчас у нас хозяйство огромное, спасибо вам большое. Это ж не первый год, это уже сколько лет я людям дарю. Просто сейчас начала их издавать и печатать, а так-то я дарил уже сколько лет. Абсолютно даром всем и дарю, и буду дарить, понимаете? То есть очень много. Ритуалы с водой, например, да, для женщин, вот ритуал, для здоровья, красоты. Все это здесь, опять же, защита. То есть отдельно все разложено, чтобы человек, ему нужна защита, вот он открыл, вот защита, вот могу вот эти сделать какие-нибудь. Ему нужна помощь сил, призвать, что у него что-то случилось. Вот, пожалуйста, открывает, смотрит. Здесь шаманство, вуду, армянские ритуалы, начиная славянские ритуалы, монгольские ритуалы, что хочешь. Вот любой из них взял, сделал, который ему подходит по духу. Вот он, значит, да какая разница, везде она, всюду отправляет. Если она в Китай отправляет, в Америку не может отправить. Вот. То есть, поэтому они вот так компактные, они без лишних слов, без лишней воды и так далее. Опять начинается, как найти Яну. Через марсиан. Звоните в эту планету Альфа Центавра, и там вам скажут через антенны, передадут, как надо делать. 500 раз было сказано, как найти. Что значит, как найти Яну? Господи. Внизу тоже опять напишем. Честное слово, когда мне пишут, как найти вас, как вам с вами связаться, я говорю, через марсиан свяжитесь, через этот созвездие Большой Медведицы. Любой нормальный человек, уже сто раз было сказано, ей-богу. Ну, если человек опять 101 раз спрашивает, ему незачем со мной связываться, потому что обязательно я его пошлю. Ой, Господи. Сегодня одна дура часа два мозги канифолила, я не спрашивал, как алтарь делать, какие камни делать, а как, чего. И в конце сказал, а что это не Инга пишет? А что, говорит, вы девушка пьяная, что ли? Сама пьяная, понимаете, сама долбанутая, сама тупая. И говорит человеку, ты пьяная. Это нормально? Сидеть, спрашивать час, два, как, что, все разузнать, а потом оскорбить человека. И думать, что после этого ты жить будешь. Конечно, нет. Вот такие отмороженные существа тоже есть на Земле. Вот такая живность ходит, знаете, двуногая, а потом удивляется, а почему мне в жизни вот все плохо? Да потому что посмотри, кто ты есть просто, кто ты есть, существо человеческое. Так, дальше. Ну, в принципе, да. В принципе, я вам все сказала, дорогие друзья. Книги, которые выйдут скоро, естественно, я покажу, объясню, как, что и так далее, как всегда. Яна очень мягко отвечает. Я ей говорила всегда, посылай сразу же.
Вот я не могу, потом скажу, что вот грубо отвечают мне вот это. Я говорю, знаешь как, м, вот отмороженным существам хочешь грубо отвечай, хочешь хорошо отвечай. Если она хочет гадить, она пойдет все равно так скажет. Если человек врет, о чем тут говорить? Так что, дорогие друзья, ну вот реально не из легких наш труд, омерзительно не из легких, особенно когда имеешь дело, вот население деградирует очень резко, потому что люди не читают, не изучают, не включают мозг, ничего. Они просто хотят, чтобы... Вот смотришь, знаете, дают людям, да, на деньги, например, пластмассовую утварь, пластмассовые эти, значит, ну скажите мне, какие-то чашечки пластмассовые, еще что-нибудь. И, значит, вот надо свечу сюда капать, вот так вот 3 раза что-то там вокруг свечи вот так покапать, 3 раза почитать какую-то молитву на богатство. Вы понимаете, что не получится вот всеми этими искусственными, бутафорскими вещами, но не получается магия. Магия, она, это древнее мастерство. Если ты делаешь какой-то ритуал, там должно быть хорошее вино. Если тебе сказано, череп обезьяны там должен функционировать, фигурировать, то череп обезьяны не может быть бутафорской, не может она быть из картона. Она должна быть настоящей, потому что его энергия другая. Если это на богатство, там должно быть золото, там должны быть драгоценные камни, там должно быть серебро, там должно быть белое золото, бриллианты, шуба, настоящие цветные свечи, понимаете? Алтарь постелить. Значит, что еще? Камни. То есть эти все атрибуты богатства, которые будут притягивать эти силы, которые привыкшие к этим богатым вот столам, алтарям, они знают и приходят, и слушают тебя, и начинают этой энергией богатства и удачи тебя питать. Поэтому люди хотят 2 свечи купить, крутить, капать, значит, в этот пластмассовую там чашку и получить богатство. И когда ты объясняешь, что нереально вот такими дешевыми... Дорогие друзья, вы ходите в храмы свои, вы ходите в мечети. Это место поклонения вашего Бога, да, вашей силы. Скажите мне, пожалуйста, там алтарь из пластмассы, там свечи 1 или 2 на полу, там целлофанные пакеты лежат под ногами. Нет, там ковры, там тесьма, там золото, там серебро, там дорогие камни, там, знаете, воск, там лучший ладан окуривается. Почему? Потому что это уважение к силам. То же самое и в мечети. Есть места, где люди оставляют обувь, чтобы ходить по этим коврам. Ковры персидские, тесьма там золоченая, да, место, где читают проповедь, значит, это все серебро, драгоценный металл, это все камни, это все сверкает, это все качественный мрамор и так далее. Почему вы в ваших храмах и мечетях тогда не идете с этими пластмассовыми бутылками, склянками, почему туда не ложите целлофан, пакеты какие-нибудь, да, или одноразовые какие-нибудь. Почему туда не ставите из дешевых материалов картоновый, например, алтарь? Да потому что это неуважение к силе. Живые, дорогие материалы, которые показывают ваше уважение, ваше почитание. То есть вы отдаете, вы уважаете это место, вы украшаете природными материалами. Камень, золото, серебро и так далее. Это то же самое касается и духов. Если вы дома создаете алтарь, просите, зовете духов, они должны прийти в приятную обстановку.
У вас дом может быть бедный, но он должен быть чистый. Духи не любят грязь. В грязных местах селятся злые силы, потому что они любят немытые души, немытые тела, немытые дома, понимаете? Они любят, они питаются грязью, элементами грязи, вот этой энергии грязи, вот этих падших людей и так далее. Поэтому люди, у которых в доме нету чистоты и порядка, у них и в жизни нет порядка. Я не говорю о людях, которые заняты просто и не успевают. Я говорю о людях, которые сидят, пьют с утра до ночи, валяются, понимаете, и ждут, чтобы в жизни все было хорошо. У тебя в жизни нет порядка, значит, не будет этого порядка и дома, и в семье, и в голове. Поэтому одно дело просто взять что-нибудь да показать, а другое дело действительно знать, что показывать, что будет работать и так далее. Не могут алтарные статуи быть из пластмассы, понимаете, из дешевых материалов. Они должны иметь большую историю. Я вам сейчас покажу, вот те, которые мне отправили, это все взятые с аукционов, частных коллекций. Вот на этом сайте я заказала, пожалуйста, Ахриман. Дух зла. Это камень. Вот он. Какого года? 1998 года. Качественный. И он взятый в этом... Как он называется-то? В аукционах. Пожалуйста. Из качественного материала алтарь славянских богов. Здесь вот как жертвенник. Причем это сделано по моей, как вам сказать, по моей задумке. Такого не было нигде. Это первое мне сделали, потом она начала по заказу делать людям. Когда увидели вот эту красоту, начали заказывать у нее. Я сказала, все верховные боги по кругу, вокруг костра. Понимаешь? Лилит, да, одну Лилит я подарила кое-куда. Очень сильно потом отблагодарили, конечно. Камень это, камень. Вот такая Лилит, значит. И это, если это не камень настоящий, то он должен быть хотя бы искусственный. Каменная крошка, это тоже природный материал, понимаете? Значит, вот это камень. Все, Мориган старого образца, Мориган нового образца. Нельзя, дорогие друзья, хотеть от сил помощи и при этом абсолютно не тратиться на них и на дешевых каких-то материалах надеяться, что боги будут тебя слышать и помогать. Такого не будет. Вот она мне отправлена, серебра, настоящие вот эти монеты европейские. Вот. Некоторые из них еще пока в обиходе, некоторые нет. Это еще не все, Жанна. Там больше половины на балконе в ящиках лежат. Когда место будет, естественно, разложу по всему дому. Пожалуйста, это из аукциона мне куплено. Камень Ахура Мазда отправлено. Это из Осетии мне отправлено. Видите, мрамор и бронза в Астерджи. Пожалуйста, вот камень Тигран Великий. Вот это искусственный камень. Дьявол. Я не знаю. Ну, вот это вообще, это музейный экспонат. Мрамор. Ирида. Вот это из племен африканских. Это куплено во всех этих частных коллекциях. Они продают вот это из африканского рынка, тоже частный коллекционер. Видите, это хрен знает какой век. Это бронза, и он очень тяжелый. Чугун и бронза. Сверху бронза. Вот, это хранитель, а по-другому Шангу Карифур, бог войны. Вот. Если есть современные работы, например, из искусственного камня, да, если есть
Работы старинные, они настоящий камень. Это дерево, пожалуйста, Мара. Не стоит склеенные вещи держать, потому что они вообще разбитые. Если это статуи богов, то да, потому что боги, статуи богов выкидывать нехорошо. Но если оно разбитое, лучше купите новое, а тот просто положите куда-нибудь. Не пользуйтесь уже. Но не выкидывайте, не стоит. Вот это чугун и бронза. Вот и. Турга. Тяжелая, блин, кому-нибудь по башке дашь, все. Ку-ку. Улетит. Ешода и Кришна. Это мне подарили. Это танцующий Шива. Шива Натарадж. Кали. Вот она, Мориган. Ой, нет, извиняюсь, Фрея. Каменная. Ну, что вам еще должно быть качество, уважение, вы понимаете? Уважение к силам, дорогие люди. Если ты работаешь, вся твоя работа, все твое нутро, вся твоя жизнь, она показывает, что ты работаешь, а не страдаешь фигней, а не делаешь вид. Ведьма это не та, которая ходит там на кройке и шитья, какие-то булки кидать, какие-то глобусы крутить, какие-то детские праздники устраивать. У ведьмы совсем другие задачи в этой жизни. Пожалуйста, живыми волосами. Девочки. Чего? У кого 2 льва на ногах? Это Астарта, Иштар, Инанна. Богиня секса, разврата, любви, вавилонская богиня. Я с ней тоже скоро проведу работу, очень сильно. Я уже проводила, но хочу еще есть у меня. Пожалуйста, это все, скажем так, это еще не предел. Из некоторых несколько штук у меня. Здесь статуи есть, у которых история более, знаете, старинная. Вот это тоже мне Илона подарила. Как-то отправила. Это я. Она мне вызывает улыбку. Люблю я эту куклу. Глаза в одну кучу собраны. С пусиком в руках. Видали, узнали меня? Вот я. И волосы, как у меня. Вот натуральные волосы. Это мы с Яной отправили, видите, одноглазую ведьму. Это я и Яна. Ой, это мой Пусенька здесь спит. Вот так вот. Спит Пуся, понятно вам? Я сюда разложила. Это мой Пуська. Ой-ой-ой. Во. Ребенок. Ребенок спит. Да, Пуся ревнует. Нельзя, Пусь. Посреди ночи. Сейчас получишь ты, сволочь. Вот. Да. Нельзя. Нельзя, я сказала. Это что такое? Молчать. Не буду я его трогать. Молчи. Ревнует Пусек. Да. Ревность у него жуткая. Как подхожу к нему, начинает лаять. Я тебя сейчас как побью посреди ночи, 5:30. Скотина ты. Да. То есть я хочу вам сказать о том, нельзя. Вот он пришел проверить. Тихо. Тихо. Я хочу вам сказать, что без уважения к силам ничего не получится. А они не требуют от вас миллиардных затрат. Они просто хотят вам сказать, что крутить 2 свечи и положить в стакан пластмассовый, это не есть просьба к силам, это не есть уважение, и чудес ждать не нужно. Нужно постепенно впускать их в свою жизнь, постепенно выказывать больше и больше уважения
И тогда как бы результат не заставить ждать. Сегодня мне написала девушка, она армянка, сказала, что просто была шокирована тем, она думала, что, понимаете, как люди так привыкли к аферизму, люди привыкли, что ничего просто так не дается. Я же говорю, после моих ритуалов все начали выкладывать, и они подумали, что вот это, скажем так, что это такое, кого искать, это что, о чем вообще? Что, ну, вот она сейчас ритуалы выложит, потом скажет, мол, давайте мне вот деньги за эти ритуалы, ну, какую-то хрень. Потому что люди привыкли к аферизму и просто уже не верят в искренность настоящих людей. Но потом, когда начинают они действительно делать эти ритуалы, видя, что у них никто ничего не просит, не требует, понимаете, не говорит там позолотите рученьку, еще что-нибудь, они начинают понимать, что это работает реально. А почему она нам просто так дает? А как это вот? А вот так вот. А как это объяснить? Объясняю. Есть настоящие мастера. Не все аферисты, дорогие друзья. Вот и все. Это единственное объяснение, которое я вам могу дать. Я не могу сказать, почему я это делаю. Я такой человек и делаю, вот и все. Я хочу, чтобы вокруг меня были как можно больше счастливых людей. Потому что в этом мире будет жить мой сын, мои внуки, правнуки. Это ж не так, что, знаете, после меня хоть потоп. После меня останутся мои потомки. И я хочу, чтобы мои потомки жили рядом с счастливыми людьми, хотя бы просвещенными людьми. Да? Я так хочу. А потом для этого я пришла в этот мир. Меня для этого привели. В этом моя миссия. Поэтому мне и уважение, и подарки, и благодарность, и деньги, все это мне дается только с одной целью, чтобы я делала, как они хотят. Если я перестану это делать, это все отберется, это нормально. Как некоторые идиоты говорят, все от сатаны, сатаны, дьявол, она боится, вот боится, поэтому все время. Никого я не боюсь. У меня несколько профессий, я могу вполне быть хорошим историком, писателем, ну, скажем так, на историческую тему. Кого я боюсь? Никто никого не боится. Идиотизм это. Просто я понимаю, что вот меня для этого привели в этот мир. Я обязана, должна, раз уж я за это взялась, значит, я должна честно служить этим силам. Понимаете, дорогие друзья? В общем, вот такие дела. Вот это еще, видите, семейство шаманов. Красиво, да? Сначала одного подарили, то есть одну шаманку подарили, сказали, что она на меня похожа. Потом сказали, что-то нехорошо, что она одна, да одна мужа ей подарили. Потом подарили шаманенка, потому что у мужа и жены должен быть ребенок. Вот так собралась моя шаманская семья. Красивая, правда. Ну, необычные вещи, уникальные вещи. Какую статуэтку смотря? Одина не стоит. Один отдал глаз за то, чтобы получить руны. И люди, которые берут такую статую, они тоже должны что-то пожертвовать ради того, чтобы в жизни им что-то дали, понимаете? Да, веселенькие шаманята. Есть, но об этом потом поговорим, потому что это долго объяснять. Мне сейчас уже, честно говоря, усталость. Это египетская, вот видите, египетский угол. Исида. Вот. Это мне отправила Натали, которая у нас болгарский открыла канал Хатор. Да, это все узнают свои подарки. А то некоторые идиоты сама себе, говорит, из разных стран отправляют подарки. Дебилы, ну просто, что сказать. Да, сама себе поехала в Болгарию, посылку сделала, потом вернулась сюда и получила эту посылку. Красота.
Так зачем мне это надо? Я могу за эти деньги заказать на каких-то сайтах. Ну, когда сказать нечего. Сначала говорили, что это бижутерия у меня все. Потом, когда я уже разозлилась, потому что люди дарят, а их оскорбляют, мол, ой, это бижутерия, фигня. Людям же обидно, извините меня, 200 тысяч отдает человек, дарит тебе кольцо. А внизу написано, да, это бижутерия, там все это фигня. Я, значит, взяла, показала цены. Потом сказали, это какой-то знакомый ювелир ей дает рекламировать. Когда уже увидели, что я их ношу, что они еще сказали? Я уже не знаю, что они сказали. И знать не хочу. Но это смешно, конечно, смешно. Конечно, смешно. Знаете, что я заметила? Вот парадокс. Чем дальше, да, значит, тем искусственный камень. Чем дальше, тем меньше и меньше дизлайков. Что бы это значило? Попередохли, что с ними стало? Сначала было 30, потом начали, значит, 28, потом потихоньку 20, а теперь что-то 7, 6. Как-то потихоньку отходит мир иной. Нет, не спят, Анжела. Их уже 6-7 осталось потихоньку. 500 групп создано против меня. Как говорится, песня та же, пою я же. Лица те же. Ну, идиотизм, господи, дегенераты. Как можно бороться со мной? Рисовать на моих фотографиях усы. Вот метод борьбы. Смешно. А теперь, положа руку на сердце, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь смог мне что-то сделать? Вот столько сделали дерьма, то писали, то жалобы кидали. Кто-нибудь что-нибудь смог сделать против меня? Ну сколько можно говорить? Я же года 2 назад сказала, никто мне ничего не делал и не сможет. Там одна долбанутая бабка тоже ходила по прокуратурам, собиралась к Милонову ехать, собиралась в Питер поехать к этим, как его, святым отцам, батюшкам. Пойду скажу, батюшки, помогите. Потом внезапно вспомнила, что у нее там, оказывается, есть эти, как она сказала, у покойной подруги дочь, судья. Я пойду к ней, все объясню. Все уже мне там написали. Все, готовься, суши сухари, скоро уже за тобой приеду. Знаете, что самое смешное? Появляется на горизонте какой-нибудь чмо, который что-нибудь против меня говорит. И они все хором летят, начинают внизу писать комментарии, поддерживать. То есть сразу всей надеждой наполненные идут туда, надеясь, хоть этот, может, что-нибудь сделает, что-нибудь как-то это. Через некоторое время понимают, что ни хрена не получилось. Теперь вот кто-нибудь, вот хоть сам черт про меня что-нибудь плохое скажет, они готовы ему копыта целовать. Боже мой, боже, бегут все, начинать группа поддержки. Ой, ой, как там Верка Сердючка, да? Вот стоило мамочке отойти выпить волокордину, и уже тут черти что творится. Ой, как говорится, жилет лучше для Сулеймана нет. Пускай тявкают. Да, Пусек? На здоровье. Мы не против. Но просто смешно уже наблюдать реально. Я вам говорила тогда и повторяюсь, я себя чувствую императрицей Анны Иоанновной. Потому что только у Анны Иоанновны было такое количество шутов, карлих и этих клоунов. И у меня. Вот у меня есть свои персональные клоуны с разрисованными лицами. И у Анны Иоанновны были, собственно говоря. Так что мы с ней можем даже соревноваться, у кого круче были шуты. Мне кажется, мои покруче. Мои покруче. Да, всем армянская волокордина, капель 200.
Марк, они не просто делают мои ритуалы. Те, которым я подарила свои книги, пользуются этими книгами. Пользуются, работают, потому что у них другого выхода и нет. У них своих знаний нет, своего мозга тоже. И не стыдятся, не стесняются, пользуясь моими книгами, меня обсирать. Это не люди, это мусор. Вот и все. Есть у меня определенные принципы. Человек не может предавать свои принципы. Он, по крайней мере, предает этим себя. У меня иногда спрашивают о каких-то авторах, да, что вы думаете об этом авторе, о том авторе. Я знаю, что эти авторы не практики. Они просто собрали эти книги и выгодно продать. Я же говорила, как называют эти авторы. Дока. Дока. Это люди, которые собирают, и даже которым дается некоторые вещи, но они не имеют права использовать это в своей личной практике. Они могут только передать, понимаете? Вот когда автор, и у него очень хорошие работы, очень интересные, действительно, он пользуется спросом, и он на рынке вот этих магической литературы реально имеет вес, и потом раз он открывает какой-то там канал и начинает говорить, что он колдун, что он маг, еще что-нибудь. Все, он теряет все. Интерес к нему теряется моментально, потому что люди видят, что он не профессионал. А значит, завтра его книги покупать уже и не будут. Пока его не видели, не знали, да, думали, что есть некий такой колдун, который, как там пишут по легенде, мол, вот в лесах он там к людям не идет, просто свои книги отдает, а мы за него издаем и продаем. Вот пока эта легенда есть, его книги как бы, ну, имеют вес, как, например, там тетрадь Серафимы, да? Дневники Серафимы, как одна дура сказала. Вы, о чем вы говорите? Магии всем можно. Вот дневники Серафимы, она же отдала свои дневники, чтобы печатали. Я говорю, вот для таких лохушек, как ты, создаются все эти дневники Серафимы, Валентины и прочее, прочее. Что на самом деле это всего лишь собрано у русского народа этнография, заговоры, ритуалы, немножко переделано, приукрашено и выдано как за дневники ведьмы Серафимы. Вот рассчитано на таких лохушек, что кто-то поверит, что кто-то из ведовского рода взял, отдал все тетради своей бабушке, чтобы издали и всем раздали. Просто так, понимаете? Вот. Или там, знаете, книга черной ведьмы, или еще что-нибудь, ну, вот так вот жути нагнать, мол, вот мы взяли у одной ведьмы тайком ее книги, издаем бабушке Агафьи, еще что-нибудь, да. Так что, дорогие друзья, это коммерческий ход, понятное дело, но эти ритуалы, они рабочие в руках сильного практика, но не у вас. У вас они могут испортить вам жизнь наоборот. Так вот, чем отличаются, например, мои книги, да, от всех книг по магии, которые были? Тем, что я даю вам с ключами, и я даю те ритуалы, которые у вас сработают. Просто сработает, понимаете? А там просто они не работают. Не потому, что они плохие, нет. Они просто работают у сильных людей. Вот на их личной силе они сработают. Но у вас нет, вы простые люди, у вас такие вещи не сработают. Так вот, о чем я говорю, что когда человек, будучи автором, еще будучи таинственным автором, ну, например, есть такие авторы, не буду называть, о которых никто не знал, не видел, не ведал, но их книги были ценные, потому что они собраны отовсюду. Я же вам говорила, что такое Мансур. Мансур – это, скажем так, сообщество журналистов, которые в 90-е годы издали на основе этнических этих текстов, издали вот книгу магии. Это не колдуны, это не практики, это журналисты. Грамотные люди, которые взяли, собрали. Вот мне взять любой ритуал этого Мансура, она сработает. Вы нет.
Потому что я на своей личной силе это смогу сделаю, а вы нет. А как сделать так, чтобы у простого человека, не имеющего силу, сработали ритуалы? Дать ему тот ритуал, который сразу услышится силами, с ключами, с потайными словами, и она сработает. Вот и все. Вот они. Так вот, вот эти таинственные авторы, как только вышли из тени, открыли каналы и начали говорить, что они чародеи, маги, когда ты смотришь прыщавого парня в очках, который кидает карты, у тебя сразу пропадает вся эта бутафория, вся эта таинственность некого мага, который живет в лесу, отшельником, пишет книги, а мы издаем. Понимаете? Сразу пропадает. Это надо думать об этом. А когда ты практик, когда люди видят твою работу, знают, когда ты много лет объясняешь, раздаешь, даешь лекции, ритуалы и так далее, а потом начинаешь их издавать, люди уже тебя знают. Они знают, что они не покупают кота в мешке. Они знают, что это работа человека, которого они знают, к которому обращались не раз, чьи работы они знают. То есть не понаслышке они уже друг другу передавали, они знают, кто это. Понимаете? Вот тогда эффект, конечно, совершенно другой. Казалось бы, глупо раздавать всем, когда ты потом будешь издавать книгу. Да, ну, самостоятельно, Марк, ну, пойми, я, например, их понимаю, не одобряю ничего, но я могу их понять. Но если нет твоего личного таланта, как еще поднять человека? На рекламе, на раскрутке, на чудотворных каких-то, не знаю в чем. Талант нужен, время нужно, работоспособность нужна, понимаете? А если этого нет, если у людей нету этих знаний, нету, ну не существует. Они сидят, фильм «Аватар» посмотрели, сели вам рассказывают. Фильм про ведьм посмотрели, сели вам рассказывают тот же сценарий. Какие-то абсурдные вещи, какую-то чушь собачью. Вот меня в этот мир боги отправили из разных душ, собрали мою душу, сказали, чтобы я это сделал, то сделал. Вот я в прошлой жизни была царицей, и потом в этой жизни. Понимаете, какой-то абсурд, какую-то билиберду, какой-то вообще... Это вызывает вначале интерес, восхищение, может быть. А потом люди начинают понимать, задача ведьмы не легенды и рассказы, рассказывать народу, понимаете? Задача ведьмы вот четко, ясно сказать людям, что надо делать, чтобы жить хорошо. Что делать, чтобы деньги были? Что делать, чтобы защита была? Что делать, чтобы силы тебя услышали? Что делать, чтобы родить ребенка? Как сделать, чтобы тебя не тронули? Как сделать, чтобы быстрее долги отдать? Как сделать, чтобы через некоторое время у тебя дом появился? И каким образом это работает? Как кому обращаться? Кто такие силы? Как они нас слышат? Почему именно вот так слышат, а так не слышат? Если статуи, то объяснить людям, зачем они нужны. Если книги, объяснить людям, зачем они нужны. Если заговоры, объяснить людям, к кому обращается этот человек и что в итоге будет, и к чему приводит, какая сила будет слышать. Вот для этого, понимаете? Конечно, королев. Пусть клюют. Жанна, я скажу одну вещь. Я не жалею глупых людей. Людей, которые ленивы. Людей, которым кажется, что они пойдут заплатят $100 за билет, и их научат ясновидению, и они все... Вот, никаких проблем. Людей, которые не видят вот этот капкан и замануху в этих лекциях, когда им внушают, что все могут колдовать, и достаточно купить их книгу, и достаточно купить их чудотворные какие-то нити, еще что-нибудь, какие-то браслеты, и они сами тоже могут стать ведьмами. Когда люди думают, что за $100 они просто сейчас, знаете, станут ведьмами, колдунами, или, купив ее книги, они начнут тоже видеть духов и так далее, потому что там какая-то уникальная методика. Вот и все. Когда люди покупают диски, в которых обычная физкультура школьная принимается как чистка матки, какой-то там чистка чакры, обычная школьная физкультура, которую делают как дуры, и покупают потом эти кассеты, видеокассеты за 5-6 тысяч, где человек просто делает приседания, и то не очень умело,
и на, значит, этих полотенцах лежит, ноги поднимает и говорит, что мужчины и всякие гинекологи, которые там лазят, оставляют в нашей жизни очень большой след. И люди эту хрень берут и считают это великой философией. Если люди ищут не настоящее, если люди ищут фальшивое, вообще посвящать вообще за свою жизнь, видимо, посвящать, знаете, что такое? Это познакомить с силами, сказать, вот там Василий Петрович теперь будет вот моим помощником, так что ему помогайте. Вот она посвящение. И то я сказала, и за мной опять начали повторять, что можно человека куда-то подключить и посвятить, и этот человек сразу станет там ведьмой и колдуном. Да, вот мужик, который с Казахстана приехал специально в Москву, чтобы своим фалосом чистить женщин, у которых злые духи селятся там между ног. Вот у него там чудотворное вот это все. И вот женщины платили деньги за гостиницу, платили ему деньги за чистку. И в итоге он еще их того, и они за свои же деньги, значит, радостные шли домой. А он снимал это все на кассету, а потом их шантажировал, что если они деньги не принесут, одна женщина дачу продала, отдала ему деньги. Вот. А потом, а потом он убежал. Я не знаю, что с ним случилось, что там с ним сделали. Да, голые фото. Требуют голые фото и говорят, дайте номер телефона своего мужа, чтобы мы посмотрели по номеру телефона его чакры. Она дура берет, дает его номер телефона, и они говорят, а теперь или ты отправляешь на мой счет столько-то там денег, или я отправляю твоему мужу твои голые фотографии. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, что люди клюют, я вам говорю, умный человек туда не клюнет. А дур мне не жалко. Абсолютно. Человеку говоришь, девушка, это мои работы. Девушка просит твоей помощи, идет, подписывается там, где твои работы украли. И ты говоришь, вы понимаете, что это мои работы? Она говорит, ну мне просто там интересно, просто я слушаю, вот она же тоже практик. Как может быть она практик, если ты видишь, что человек украл? Если человек изначально крадет, значит она воровка и аферистка. Понимаете? Коллеги, да, есть у нас один коллеги с одного места. Сидел, хвастался, как петух. Ой, я вот ее канал завалил. Да ничего никого ты не завалил, господи. Мои каналы поперек горла многим вот и делали какие-то жалобы. Ну, конечно, это было не по-мужски. Я помню, как у него голос дрожал, как он визжал, кричал. Весь такой красный, весь нервничал. Вот. Да. Коллеги. Я их, что-то этих коллег очень сильно довела, бедные они, бедные. Все, дорогие друзья. Я надеюсь, что до вас достучалась. Надеюсь, что поняли насчет книги. И если будут вопросы, время от времени буду снимать, потому что я так устала каждому человеку говорить. Ну сейчас откроет ей дорогу, откроет, конечно. Единственное, что она откроет, ее кошелек откроет и все, что там есть, заберет. Открываю, да, третий глаз и четвертое ухо. Все, все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Пойду я немного упаду на подушку. Всего хорошего.